Сейчас я расскажу вам такое, что вмиг вас заставит вспомнить детство. Многие из постсоветской зоны выросли на подобных поговорках и прибаутках, но никто, повторюсь, никто не предупреждает, что это деструктивная программа, не только сидящая в подсознании, влияющая на психологическое состояние, но и энергетическая печать, закладывающая вариативные события особенно специфическим образом. Звучит эта программа примерно так. Если много хорошего происходит, значит точно случится плохое. Или много смеешься, потом будешь много плакать. Ну, или ее чутка отличающийся собрат. Хорошо не жили и нечего даже начинать. Это типичный пример массовой, достаточно устойчивой самопорчи. Самопорча– это не мистическая атака от злобной соседки с дурным глазом. Это скорее лично воткнутый себе кинжал в сердце, смазанный ядом из хронического негатива, плохих мыслей и деструктивных убеждений. Это как будто внутри вас живет мини-генератор зла, который постоянно повторяет: «Ну что, испортим тебе самооценку перед сном, а потом немного привлечем неприятности». Ну а теперь как это примерно все выглядит и обозначим основные признаки самопорчи. Первое. Негативные установки. Вы постоянно прокручиваете одни и те же фразы. У вас плохая карма, что вам никогда не повезет, что вы вечно все портите, что никогда ничего не было и никогда не будет. Произнеся это, вы сами себе выписываете магический рецепт на страдания. Бесплатно и без регистрации. Второе. Самонаказание и обесценивание. Это когда вы сознательно отказываете себе в удовольствии. Мол, вы не заслужили. Когда вы в состоянии отчаяния выбираете токсичные отношения. Когда вы отказываетесь от возможностей, думая, мол, вы облажаетесь. Это когда вы постоянно обесцениваете себя, свою внешность, свои внутренние качества. Когда вы берете вину на себя даже в тех ситуациях, где ее нет. И совокупность этого всего говорит о том, что вы не считаете себя достойным для мирских благ. Третье. Вера в порчу, которой нет. Это когда у вас однажды не задался день, и вы уже считаете, что вас прокляли, сглазили, что молоко свернулось, значит это знак, значит еще что-то произошло, птица в окно постучала. И не важно, что следующие дни идут нормально, вы все равно думаете о том, что вас где-то сглазили и на вас есть порча. Как от этого лечиться? Во-первых, вам необходимо начать психологическую работу над образом своих мыслей. Вам необходимо выйти за рамки тех деструктивных структур, которые были заложены вам в детстве либо в юношестве. Если вы не можете с этим справиться самостоятельно, то я рекомендую вам обратиться к психотерапевту. Также я рекомендую проводить медитации для остановки внутреннего диалога, регулярные прогулки, новые увлечения. Заложите себе противоположные деструктивным программам аффирмации. Например, что у вас все получится, что сейчас все хорошо и будет даже лучше. Резюмирую. Самопорча– это когда вы и себе, и ведьма, и проклятие, и жертва. Но хорошая новость. Если вы способны так себя классно проклясть, то уж точно способны и очистить, и исцелить, и обнять себя, и простить. И запомните, вы не сломаны. Вы просто забыли выключить внутреннего критика с голосом преподавательницы математики с 6 класса. На сегодня все. С вами был Богдан Дарк. У вас все получится.